Элизабет всегда мечтала о семье. Она росла в округе, где детские мечты о дружной семье вплетались в повседневные истории ее жизни. С каждым Новым годом ее надежда на то, что они с Дэвидом создадут свою семью, укоренялась все сильнее. Дэвид был ее первым и единственным любовью, человеком, с которым она поделилась всеми своими мечтами. Когда Элизабет узнала, что беременна, радость залила ее сердце. Она помнила тот момент, как мечтательно пересчитывала дни с момента своей последней менструации и, наконец-то, при помощи теста убедилась, что ожидание не прошло напрасно. Ее муж Дэвид тоже был в восторге от этой новости. Они танцевали на кухне, смеялись и мечтали о будущем. Они оба долго ожидали этого момента, и вот, наконец, судьба улыбнулась им. У них была достаточно крепкая связь, и они совместно планировали, как будет развиваться их жизнь с малышом, как будут проводить времени вместе, читая истории перед сном и устраивая совместные прогулки в парке. Дэвид, не теряя время, стал изучать книги о родительстве и готовиться к роли милого и заботливого папы. Наступил день, когда Элизабет предстояло пройти УЗИ. Она не могла сдержать волну ожидания. Сын или дочь? Они долго обсуждали этот вопрос и, наконец, ждали момента, когда врач сообщит им радостную новость. И когда медик наблюдал за экраном, он с улыбкой оказался им, что у них не один, а сразу 3 детей. Во время этого объявления их глаза расширились от удивления. «3?» — воскликнула Элизабет, охваченная шоком, но сразу же радостно улыбнувшись. Преодолевая ощущение странности, они стали представлять, как изменится их жизнь, когда в их доме послышатся сладкие возгласы 3 малышей. Беременность проходила у Элизабет без особых проблем. Она заботилась о себе, соблюдала все рекомендации врачей, придерживалась здоровой диеты и растяжки. Дэвид же каждый день бережно ухаживал за ней, заботился о ней и будущих детях. Вместе они ожидали встречу с новыми членами семьи, которые обещали наполнить их жизнь смехом и счастьем. Когда время пришло, настал день родов. Элизабет была в больнице, окруженная врачами и медсестрами, стремившимися сделать этот момент особенным и запоминающимся. Она чувствовала прилив сил, когда начались схватки. Каждый миг ожидания было ужасно трудным, но она знала, что вскоре встретит своих детей. В конце концов, после того, как все 3 малышек появились на свет, она взглянула на них с волнением и страшным трепетом. Однако вместо радости и восторга в ее сердце зазвучали ноты смутного беспокойства. 3 детей были здоровыми и красивыми, но их темная кожа сразу бросалась в глаза. Это было удивительно, странно и в какой-то мере даже шокирующе. Элизабет задумалась, как могла такое произойти, отчего ее сердце замерло на мгновение. Она посмотрела на Дэвида, который оставался абсолютно неподвижным, но его лицо выразило неверие и гнев. Он не мог поверить, что его жена, белая женщина, родила 3 темнокожих детей. В его глазах появилось самообвинение и полное недоумение. Этот момент стал катастрофой. В бешенстве он обвинил ее в измене и предательстве, не желая даже слушать объяснения. Слова падали, как острые стрелы, перерезая все хорошее, что когда-либо связывало их. Элизабет, убитая горем, пыталась обратиться к нему, объясняя, что это их дети, что она его любит и что ни о каком предательстве не может быть и речи. Но Дэвид, истерично отказываясь от ее слов, ушел от нее, оставив ее одну с 3 новорожденными. Эта безжалостная реальность разбила ее сердце на мелкие кусочки. Прошло много лет. Элизабет одна воспитывала своих 3 детей. Несмотря на все неприятности, ее любовь и преданность детям были безмерны. Каждый день она просыпалась с улыбкой на лице, заботясь о своих малышах, играя с ними в парке, читая им сказки на ночь и наблюдая, как они растут и развиваются. Каждый день приносил ей сладкие радости. Первое слово, первый шаг и миллионы счастливых моментов. Принятие на себя роли единственного родителя заставляло ее становиться сильнее и целеустремленней. Но боль в ее сердце от отсутствия мужа никогда не проходила. Каждый раз, глядя на своих детей,
Она испытывала тревогу и беспокойство. Она искала объяснения и понимания, задаваясь вопросом, почему Дэвид так и не смог простить. Каждый раз, когда ее дети задавали вопросы о папе, она чувствовала, как ее сердце сжимается от грусти. Она искренне хотела бы, чтобы у них была полная семья, как у других. И вот однажды, спустя 15 лет, на пороге их дома появился Дэвид. Он выглядел взрослым и измученным. Волосы у него поседели, а глаза притерли слезы. Он изучал генеалогию своей семьи и неожиданно, совершенно случайно сделал странное открытие, которое перевернуло всю его жизнь с ног на голову. В его роду были темнокожие предки. Проще говоря, он внезапно осознал, что цвет кожи его детей вовсе не означал предательство Элизабет. В нем произошел эмоциональный переворот. Вместо ненависти и гнева он увидел ошибки прошлого, которые только туманили его разум. С трудом преодолевая смущение, Дэвид пришел к Элизабет с просьбой о прощении. Он чувствовал, что должен все объяснить и встретиться с теми, кого так давно считал потерянными. В тот момент, когда он взглянул ей в глаза, она увидела, что в нем больше не было той ненависти и злобы, которые когда-то разъедали их отношения. В его взгляде было больше раскаяния и печали, нежели гнева. Он зашел в дом и как будто плавно вернулся в тот мир, который оставил много лет назад. Элизабет, приняв его в свой дом, почувствовала, как все старые обиды, которые когда-то грызли ее сердце, начали распускаться, как цветы весной. Воспоминания о боли все еще оставались, но глаза Дэвида говорили ей о том, насколько сильно он сожалеет о своих действиях. Это было возвращение не только физическое, но и эмоциональное. Они начали говорить. Элизабет рассказала ему о том, как они росли, как трудно воспитывать 3 детей без него, но также сколько счастья она испытала. А Дэвид делился своими открытиями о роде и том, как сложно было осознать, что его предрассудки и ненависть выбросили его из жизни его собственных детей. Так они вдвоем сели за стол, где когда-то их смех переплетался с детскими голосами. Теперь же вместе они испытывали новую реальность, основанную на прощении и любви. Они начали находить общий язык. Дети тоже начала понимать, что их мать и отец вновь находят контакт. В процессе общения они открыли для себя возможность исцелять старые раны. И именно в эти моменты семья вновь принимала облик, который всегда стремилась возвратить. Дэвид начал участвовать в жизни своей семьи, и каждый шаг, который он делал, наполнял их дом светом. Он принял свои ошибки, взял на себя ответственность, стремился знакомиться с каждым из детей. Каждый разговор с ними приносил ему радость, а Элизабет с каждым днем все увереннее ощущала, что они на пути к воссоединению. Она открыла ему двери своего сердца и возможностей, даруя ему шанс стать тем отцом, которого они толком не знали. С каждым новым совместным днем работа, обучение, празднование вместе с детьми и общие прогулки в парке вновь приносили радость. Элизабет и Дэвид стали создавать новые семейные традиции, делая акцент на том, что главное — это их любовь и единство, а не цвет кожи. Они открыли для себя радость в том, что могут создать для своих 3 детей атмосферу взаимопонимания и любви, где цвет кожи не имеет значения и где все могут быть настоящими, поддерживая и понимая друг друга. С каждым мгновением их семейный портрет становился ярче и веселее. В него вошло множество красок — белый, черный и множество оттенков, которые лишь подчеркивали их индивидуальность. Их семейная жизнь превратилась в увлекательное путешествие, в котором каждый день был полон любви, понимания и готовности воспитывать своих детей в атмосфере тепла и заботы. Так Элизабет, Дэвид и их 3 детей, взявшись за руки, начали путь к воссоединению и пониманию. Они поняли, что цвет кожи не имеет значения, что главное — это любовь, семья и уважение друг к другу. Каждый из них оказался важной частью этой новой картины, которой больше не страшило колебание мира за пределами их дома.
История Элизабет и Дэвида стала символом надежды и прощения. Их жизнь также напоминала о том, что истинное счастье возможно лишь там, где есть открытость, честность и готовность быть услышанным. Поняв, что они могут построить свою историю заново, им удалось написать новую главу в их жизни, высвобождая потаенные чувства и освещая путь смелости и любви. Итак, дорогие друзья, если вам понравилась эта удивительная история о любви, семейных узах и силе прощения, которая преодолевает все преграды, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, где вас ждут еще много интересных рассказов, которые станут яркими событиями в вашем жизненном пути.